Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем менять напряжение выходное вот такой вот зарядочки от старых Nokia. Именно вот оригинальные такие зарядные устройства с таким вот узким штекером. Выходное напряжение у них по умолчанию там в районе 6 вольт. Сейчас я покажу. Вот подключили вот маленький такой узкий разъем со старых телефонов, да? Подключил тестер. Вот, как мы видим, 6,09. Я хочу поднять напряжение выше, чтобы как раз питать свой вот такой вот портативный тестер, который питается от батарейки Крона 9-вольтовой. Почему я решил взять именно вот зарядку от Nokia, потом оригинальную? В отличие от большинства китайских сейчас зарядных устройств, дешевеньких, там схема другая, это зарядное устройство собрано на шим-контроллере TN2267. Вот он стоит здесь. И что, чем он хорош? Кстати, похожая схема изменения сопротивления выходного напряжения можно получить с блоком питания ноутбуков, но это тема другого видео. То есть, меняя сопротивление, которое завязывает одну из ног этого шим-контроллера на землю, можно играть выходным напряжением. То есть, там не будем вдаваться в подробности. То есть, можно поменять сопротивление и получить нужное напряжение. Нашел я в интернете схемку вот этого шим-контроллера обвязки. Сейчас я вам покажу ее. Обведенно показаны те резисторы, которые отвечают за именно вот напряжение, которое получим на выходе. Правда, у меня почему-то стоит только один, R21, там на схеме R21, R24. У меня его нету. Ну, не знаю, короче, будем пробовать. Вот он у нас. Вот он, R21. Номиналом он там 14, по-моему, с чем-то килоом, 14,3 что ли. Мы сейчас его выпаем, поставим, подпаяем к шестой ножке и на землю вот такой у меня есть подстроечный резистор. Он номиналом 10 килоом, но думаю, что хватит. Посмотрим. Выставим нужное нам напряжение, ну в данном случае 9 вольт. Замерим сопротивление, отпаяем, замерим сопротивление получившегося вот этого переменного резистора. И потом сюда впаяем уже постоянный резистор. Итак, сейчас будем отпаивать вот этот вот резистор. Ну, я его постараюсь отпаять с помощью фена, он слишком маленький, как мы видели. Не знаю, получится у меня, не получится, наверное, отпаять паяльником. И будем подпаивать аккуратненько вот такой вот подстроечник. Так, ну вот я выпаял. Здесь он стоял, помните? Вот он. Вот он, кстати. Такой вот маленький. Сейчас проверим, кстати, сколько он сопротивлением. Так. Да, 14,3, как я говорил. 14,3 килоома. Вот вы видите. 14,3 килоома. Так, решил я, кстати, поменять. Говорил, что 10 килоом, и взял другой подстроечник. Вот такой вот. На 15 килоом. Сейчас покажу.
Выставил 15,3, но чуть побольше. И будем крутить и посмотрим. Ну вот мы подпаяли. Выход шестой ноги. Там земля была второго резистора, но я подпаял сюда на катушку. Ну, проводок толстый. Тут не принципиально. Ну вот, я не стал собирать пока корпус, потому что провода вот эти вот, они не влезают, потому что там такая вот конструкция хитрая. Видите, он идут зажимы вот сюда. Соответственно, не попадет зажимы, не будет контакта. Поэтому нашел какую-то вот старой зарядки, проводки и припаял просто. Сейчас включу. Ну, соответственно, здесь подключили, да, через разъем, как вы хотели. Так, включили. Сейчас буду включаю розетку. Так. Так. Включаем розетку. Удлинитель. Так, что видим? Ну, 6.14. Там было 6.09. Здесь, соответственно, 6.14. Ну, вот пришлось мне соорудить такую небольшую конструкцию, чтобы было удобно. Так, начинаем. Уменьшать сопротивление. Крутим по часовой стрелке. Так, ну что видим? У нас напряжение начинает расти. Не растет у нас. Так, вот мы уже дошли. Вот наше напряжение 9 вольт. Интересно, так на видите и больше можно идти, да? Уже и 10 можно получить вольт. 10,3, но мне этого не надо, как я уже сказал. Ну, интересно, на куда она уйдет, я не буду рисковать все-таки. Не знаю, какие параметры у нашего блока питания индукционного. Там, может быть, и конденсаторы не будет держать. Поэтому становимся. Ну вот, давайте поставим. Ровно 9. Он 9 вольт. На этом мы остановимся. Так, сейчас будем выключать, отпаивать наш подстроечник и замерять его сопротивление. Ну вот мы отпаяли наш подстроечник с теми параметрами, которые у нас были. Кстати, сразу надо проверить, да? Мы подняли напряжение, посмотреть, какие у нас конденсаторы. Ну, здесь понятно, здесь 400, да, обычно стоят 400 вольт. Так, а здесь у нас на 25. 25 вольт, нормально. Потому что если будут стоять, например, на 10 вольт, ну, я сомневаюсь, конечно, что это мало ли. Надо будет менять их хотя бы на 16, ну, чтобы было выше вашего напряжения. Так, мерим, что у нас получилось. Какой у нас получился сопротивление резистора. Так. 6,29. Видите, он был 15, стал 6,29, то есть 9 вольт. Нам надо подобрать резистор, который будет подходить. Ну, 6,3, я не знаю, попадет, не попадет. То есть лучше, конечно, было 6,3, там будет ровно 9 вольт.
Я думаю, что можно чуть-чуть побольше, поменьше подобрать, в смысле, побольше, то есть, например, 7 килоом. Тогда у нас будет чуть-чуть меньше, 8 с чем-то, ну, лучше запас иметь. В общем, сейчас будем смотреть, подбирать резистор под номинал. Так, ну вот я среди своих запасов подобрал резистор. Так. Так, он получился 6 и 17 килоом, то есть 6 килоом, 170 Ом. Там было 6 килоом, 290 Ом. Ну, то есть разница 120 Ом. То есть у нас получилось чуть меньше, чем подстроечник был. Ну, значит, будет напряжение чуть выше. Не знаю, насколько выше. Может быть, там 9,1, 9,2. Сейчас припаяем, посмотрим. Я не думаю, что это сильно скакнет. Потому что у нас с 6 до 9 поднялось с 15 килоом до 6. Так что, думаю, будет примерно рядом. Но если у вас не будет резистора подходящего, можно, в принципе, скомбинировать. Спаять последовательно. Ну, например, там 4,3 килоома плюс 2 килоома. Получится 6,3. Там, ну, короче, спаивайте резисторы последовательно, и будет нужное сопротивление. Главное, чтобы они у вас поместились, потому что у нас же в коробочке, да, вот так получается. Здесь она стоит. Ближе к этому краю находится. Может быть, просто если большие будут упираться. Вот я припаял резистор, там еще его в термоусадку сделал. Ну, конечно, это у меня большой оказался. То есть лучше поменьше взять. Это у меня 0,25 ватта. Лучше взять 125 там вообще. Если у вас вообще будет SMD-шный резистор вместо R21, который стоял, припаять вообще будет супер. Ну, вот так получилось. Сейчас интересно, поместится он, не поместится. Там не очень много места упираться. Ну, посмотрим, что будет. Так, ну вот, поставили. Аккуратно засунули. Так, пока прикручивать не буду. Так, теперь проверяем. Включаем розетку. Видите, ровно 9 вольт. Да, так что там то, что 6 килоом, 6,23 килоома или 6,17 почти роли не играет. 9 вольт ровно. Вот. Вот все, что я хотел сегодня вам рассказать. Как можно поднять напряжение на старой ноковицкой зарядке на нужный нам вольтаж. Ну, я так понимаю, что в принципе, наверное, если мы подняли на 3 вольта с 6 до 9 на 6 килоом, то, в принципе, еще убрав, сколько получается, 9 килоом мы убрали, да? 6, ну, можно, наверное, поднять еще на 3. То есть, я думаю, до 12, мне кажется, до 12 вольт вполне можно будет поднять с вот этого блока питания. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. До новых встреч.